Привет всем! Добро пожаловать обратно во вселенную BTS. 21 декабря 2025 года BTS вновь создали момент, который не только подарил радость армии, но и продемонстрировал прочную эмоциональную связь между участниками. Во время прямой трансляции на Weverse все 7 участников собрались в теплой и непринужденной атмосфере, напомнив поклонникам о глубокой связи, которую они продолжают бережно хранить. Однако эта прямая трансляция была не просто новогодним приветствием для фанатов. За смехом и легкими разговорами скрывалось особое празднование, проведенное раньше, чем ожидалось. День рождения Ким Тэ-хёна, более известного как Ви из BTS. Его день рождения на самом деле приходится на 30 декабря, но участники решили отметить его заранее. Это решение стало наглядным доказательством того, насколько Тэ-хён дорог и любим другими участниками. Празднование дня рождения заранее было не случайным. В условиях плотного скеджула и индивидуальных обязательств моменты совместного времени становятся особенно ценными. BTS показали, что дата — это всего лишь цифра, а искренность и внимание имеют гораздо большее значение. Во время трансляции Тэ-хён выглядел удивленным и глубоко тронутым, так как не ожидал, что его день рождения отметят так рано. Участники даже открыто попросили армии помолиться за Тэ-хёна в преддверии его дня рождения. Простой, но согревающий сердце жест, показывающий, как BTS всегда вовлекают фанатов в личные моменты, словно армии часть одной большой семьи. Разговор тек, естественно, был наполнен смехом и воспоминаниями о прошлом. Джин стал одним из тех, кто особенно привлек внимание, поделившись забавным воспоминанием из юности Тэ-хёна. Он вспомнил случай, когда Тэ-хён купил вещь, которая ему очень понравилась, несмотря на довольно высокую цену и предупреждение Хёна не покупать ее. Тогда Тэ-хён был полностью уверен в своем выборе, но когда он пришел домой и примерил покупку, оказалось, что вещь немного мала. Эта простая история сразу вызвала смех, а Тэ-хён в шутливом протесте спросил, почему события 15 лет назад до сих пор вспоминаются. Джей-хоп спокойно ответил, что история была рассказана исключительно потому, что смешная. Это взаимодействие выглядело очень естественным и показывало, что BTS никогда не теряли чувство семьи, несмотря на долгий путь, пройденный вместе. Единство участников стало еще заметнее, когда разговор перешел к жизни Тэ-хёна во время прохождения военной службы. Тэ-хён рассказал, что во время службы ему приходилось писать много статей и отчетов, и признался, что писательство стало довольно частой частью его жизни, что косвенно формировало его мышление. Джей-хоп добавил, что он тоже много писал, в то время как некоторые другие участники создавали меньше письменных работ. Разговор оставался непринужденным, но давал представление о том, как каждый участник продолжает развиваться по-своему. В тот же момент Тэ-хён показал и свою рефлексивную сторону. Он поделился, что теперь понимает, почему армии постоянно просят новый альбом. Его слова звучали искренне и с глубоким сочувствием, словно он действительно поставил себя на место фанатов. Он не просто слышал их просьбы, а понимал чувства армии, мучащихся по новым работам BTS. Шуга затем выступил в роли заботливого Хёны, отметив, что Тэ-хён в последнее время работал очень усердно и нес на себе большую ответственность. Его слова были не просто похвалой, а признанием усилий Тэ-хёна за кулисами. Услышав это, Тэ-хён скромно сказал, что делает все возможное от имени участников, чтобы дать армии нечто значимое. Он хотел быть уверен, что каждое его усилие имеет ценность для фанатов. Затем все участники вместе поблагодарили Тэ-хёна, создав эмоциональный момент, приправленный шутками. Тэ-хён ответил с улыбкой, сказав, что готов работать еще усерднее, если потребуется. Эти слова отражали преданность и чувство ответственности, которое он всегда несет как часть BTS. Во время трансляции проявилась и другая, редко показанная сторона Тэ-хёна. Он поделился, что в последнее время довольно часто читает книги. Книгу, которую он сейчас читает, подарок от Мун Сан-хуна под названием «Я решил больше неправильно понимать то, что говорю самому себе». Этот выбор чтения, по-видимому, отражает процесс взросления и саморефлексии, который сейчас проходит Тэ-хён. Атмосфера трансляции стала еще живее, когда Тэ-хён внезапно начал быстро произносить бессмысленные слова, чтобы проверить скорость мгновенного перевода во время эфира. Участники рассмеялись, наблюдая за его забавным поведением, а армия восприняла этот момент как простое, но запоминающееся развлечение.
В очередной раз Тэхён показал свое уникальное обаяние, сочетая в себе артистичность, юмор и спонтанность. В том же разговоре Тэхён также выразил желание провести концерты за пределами Сеула. Это заявление сразу же было встречено с энтузиазмом как со стороны участников, так и со стороны фанатов. Его желание отражало заботу об армии из разных регионов, у которых не всегда есть возможность посетить концерты в столице. Похвалы в адрес Тэхёна продолжали звучать, когда Jimin, Джонгкук и Джин открыто заявили, что он показал себя очень хорошо в этом альбоме. Их слова стали наглядным доказательством доверия и гордости участников за него. В этом не было ничего чрезмерного, лишь искренняя признательность, которая ощущалась еще теплее, поскольку была выражена перед фанатами. Для армии этот момент вызвал смешанные чувства. Это было большое счастье и легкая грусть. В прошлом году день рождения Тэхёна не удалось отметить вместе, так как он проходил военную службу. Отсутствие этого момента оставило чувство пустоты у фанатов. Но в этом году все ощущалось иначе. Видеть всех 7 участников, сидящих вместе, лежащих вместе и смеющихся и отмечающих день рождения Тэхёна, пусть и заранее, принесло радость, которую трудно выразить словами. Этот Weverse Live стал символом эмоционального воссоединения BTS. Речь шла не только об их возвращении как группы, но и о сохранении связи, которую они строили на протяжении многих лет. Раннее празднование дня рождения Тэхёна подчеркнуло послание о том, что BTS всегда помнят и поддерживают друг друга независимо от обстоятельств. Единство BTS ощущалось в каждом маленьком взаимодействии. От воспоминаний о прошлом и искренних слов признательности до легких шуток, вызывающих смех, все это показывало, что их связь никогда не ослабевала. Тэхён, который оказался в центре внимания во время этой трансляции, предстал не только как айдол, но и как друг, младший брат и неотъемлемая часть семьи под названием BTS. То, как участники говорили о нем, как смеялись вместе и как ценили друг друга, передавало послание, не требующее длинных объяснений. Для армии этот момент стал особенным, потому что он принес тепло после долгого ожидания. В прошлом году день рождения Тэхёна прошел в расстоянии и тишине, но в этом году близость вернулась. И в простом смехе, старых историях и общих молитвах появилось чувство легкотни. Эта связь все еще цела, все еще сильна и все еще жива. BTS вновь показали, что их сила заключается не только в гармонии голосов или идеальной хореографии, но и в отношениях, построенных на честности и взаимной карете. Они растут, меняются и учатся, но никогда не оставляют друг друга. И, возможно, именно поэтому BTS так много значит для стольких людей, потому что в мире, который движется слишком быстро и часто кажется холодным, они приносят тепло, ощущение дома, понимания и единства. Когда трансляция подошла к концу, осталось не только воспоминание, но и чувство спокойствия, уверенность в том, что бы ни ждало впереди, BTS и ARMY продолжат идти вместе, потому что в конечном итоге BTS — это не только то, кем они являются на сцене, но и то, как они продолжают сидеть вместе, смеяться вместе и праздновать друг друга самым простым и самым значимым образом.